Samsung, я вам не верю. Это Сан-Франциско! Меня на деньги развести вообще попросят, я последний отдам, сам пойду голодный. Дай денег. Ну что ж, друзья, всем привет. Даю вам пятюню через ваши заклеенные веб-камеры, если вы такой же человек, который боится за то, что за вами следят, как Юля или Семен. Семен сегодня... Семен тоже? Да, он тоже говорил, что он не работает с открытой веб-камерой или заклеивает. Короче, друзья, вы на канале Гараж, меня зовут Артем, с вами Юля, и мы каждый раз в гаражной болтовне вот хотим вам выразить дикую благодарность и огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что топите за наш канал, продвигаете его в топы, пишите комменты, лайки. А за последнее видео так вообще отдельный респектос. Там Юлю кучу поздравляет народу с переездом. Она сделала прикольный видос. У нас теперь не гараж без электричества. Тихо, не спойлери! Смотрите, кто не посмотрел, смотрите, что у нас теперь вместо гаража. У нас теперь гаражный кооператив, офигеть. Короче, у нас сегодня болтовня без Семена. Это, конечно же, дико грустно. Семен по каким-то причинам не смог. Мы потом с него выбьем отчет, что он просочковал. Но будем плавно переходить к новостям. У меня есть офигенная новость первая, которая просто вот, радостная новость. Короче, в Австралии есть летчик, которому поручили задание протестировать какие-то новые двигателя на самолетах. Ему говорят: братан, надо протестировать, вот тебе нужно взлететь и какое-то количество там времени летать. Обкатку самолета сделать? Да, типа того. И, все самолеты отслеживаются на прогах, короче, можно там и по GPS, куча разных методов. И чувак полетел по маршруту на побережье, вот своим полетом он нарисовал два писюна, один поменьше, второй побольше, и на обратном пути он и написал «I'm bored», мне скучно. И типа чуваки уже потом, просто это можно было даже там, я так понял, в открытом доступе смотреть. Любой самолет можно в открытом доступе посмотреть маршрут. Серьезно? А вдруг да, это военный какой-то? Не, ну ладно, не любой. Ну, короче, вот за этим можно было следить, и директор центра полетов потом, типа, когда ему уже там показали там эти все скрины, поделали фоточки, он сказал, что не, мы не будем наказывать парня, парень типа молодой, стало чуваку скучно, что ж поделать. Короче, мне... Был еще скандал, Ryanair такое сделал, не такое, они рядом с самолетом на снегу вытоптали или машиной сделали, в общем, то же самое нарисовали. Писюн? Да, и начали их там хейтить, все компанию позорят. И как это сказать, пиарщик компании или кто-то, с этой должности написал: они просто плохие художники, они хотели нарисовать самолет, но не забыли нарисовать крылья. На самом деле, что я хочу сказать, мне очень нравится, когда взрослые люди, тут как бы не указывается возраст... Рисуют. Писюны, нет. Когда взрослые люди могут типа пофаниться и не делать из этого вот это вот все, пересядь на лицо, удалить, и потом пошел какой-то срач. То есть... У нас, кстати, из окна видно только это. У нас стена, деревья в этот сезон почему-то все порубили, да, и когда выглядываешь из окна квартиры, у нас единственный рисунок такой на всю стену. Да, кто-то баллоном налупил большой черный писюн. Доброе утро. И реально, когда утром выходишь позавтракать и утром открываешь штору на кухню, то там буквально... Надо крылья дорисовать, и будет самолет. Да, может, тех этого Ryanair. Короче, так я не договорил свою мысль. То, что, мне кажется, там в каких-то таких вот у нас в стране или еще где-то вот чувака там, не знаю, там штраф ему сделали, домашний арест, там догану, наказали или еще что-то. Но это забавно, он никому не навредил, он просто подурачился, при том, что, это еще как бы надо уметь так дурачиться и сделать надпись, типа, это реально круто, потому что... Да, некоторые от руки так не сделают. Кстати, да. Я когда читал, я думал, мне интересно было в этой новости дочитать до момента, что ж потом стало с этим чувачком, но мне понравилось. До сих пор летает наказание. Его до конца жизни заставят тестировать и рисовать. Нет, его как Барта Симпсона заставят потом рисовать писюны на этой школьной доске мелом, типа... Офигенная тема. Основная новость этой недели — это, конечно же, презентация Samsung в Сан-Франциско, которая прошла
для нас она прошла сегодня ночью, поэтому, возможно, какие-то детали я упущу, потому что, ну, на самом деле, я посмотрела эту презентацию, посмотрела ее на ускорке на английском языке, и я не идеально знаю английский, могу что-то упустить, возможно, даже немножечко наврать, но Вот думаю, этого не будет. упустила Если что, и забыла проверяйте данные. надеть один рукав. Упущение. Показали 4, 5 новых телефонов. Ну, я вам так скажу. Вот я буду как неверующий Фома. Я там не был, поэтому не верю. Samsung, я вам не верю. И на самом деле очень много народу поехало на Сан-Франциско, и у меня вся лента с фоточками Сан-Франциско. И я сразу вспомнил песню группы Кармен. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Так что... Почему они меня все время перебивают? Ну почему они все время меня перебивают? Я хотела вам про телефон рассказать. Показали свой раскладывающийся вариант смартфона, но показали его только со сцены. В руки журналистам до сих пор не дали, и никто, кроме них, его еще не трогал. Ну, правильно сказать не раскладывающийся, а сгибающийся или гнущийся. Потому что раскладывающийся, это же раскладушек было тьма тьмущая. Сейчас найду даже название официально, как он там. Fold, сложить. Складывающийся. Ой. Galaxy Fold. Я английскому языку вообще не доверяю. Там одно слово можно столько раз перевести. А, да, я открыла перевод, и там первый перевод — это что-то про овес, загонять овес. Ну, главная новость об этом телефоне, то, что он стоить будет практически $2000, и это, наверное, основная причина, почему на нашем рынке он, если и появится, то точно не скоро. Ну, спрос будет довольно маленький, я думаю, пока. Честно сказать, я вот смотрел некоторых журналистов, блогеров, которые были непосредственно на презентации, и делали посты, вот прям как что-то там выходило, писали свое мнение, и я в шоке был, сколько комментариев писало, типа, о, я готов заказать, а у нас будет версия на терабайт, а такая, то есть там как бы... Ну, это, наверное, про Galaxy S10. Ну нет, про раскладушку вот эту тоже очень много спрашивали, про гнущийся. Ну, будет версия S10 Plus с терабайтом, это Edition, Special Edition, это, наверное, про нее. Ну и про нее, и про это. Не, ну конечно, мне самой захотелось в руках подержать, но это выглядит оно уже очень, очень красиво, очень сделано и рабочим. Там сидел такой человек специальный почему-то, который все тестировал сразу на презентации. Кстати, такая презентация красивая. Они сделали сцену каким-то таким крестом, и ведущий прям вот стоял, грубо говоря, на экране. Ну, это так мощно реально выглядело. Юля мне мешала моему нежному сну, потому что я пытался уснуть, а она смотрела презентацию. Под одеялом. Чем я тебе мешала? Так, это вырежем тоже. Что ты, Юля, не выспалась, говорит всякие глупости. Так, дальше они показали целую семью S10. Будет S10i, бюджетный вариант, ну как бюджетный, он стоит, по-моему, почти 1000, короче, как $750. Это там, у нас будет еще дороже. Показали S10, S10 Plus и S10 Special Edition. Вот у них какой-то этот, я читал, типа как SE, как этот iPhone SE, но он на самом деле S10e, но да. оно реально сразу Samsung SE, ну, хочется он сказать. выглядит мне как-то сразу... не, на XR он немножечко мне похож. Так лично они... мне. У него рамки будут полностью такие по всему экрану, а у S10 и S10 Plus реально рамок практически нет, и сверху, и снизу нету, ну и камера вот этим таким пятнышком будет. Ну, это очень красиво выглядит. Мне кажется, что будут вот эти ложные нажатия просто катастрофическими, не знаю, если они это не оптимизируют как-то. Видел их? Да я все смотрел, но мне они как-то, когда смотришь, короче, не знаю, когда они еще черные, все на одно лицо, когда вот там выпускают какие-то, типа как Xiaomi, какие-то такие вот эти бензиновые раскраски, то я еще там могу позалипать, посмотреть. А так в основном, ты же знаешь, я смотрю на... Xiaomi выпустили бензиновую раскраску тоже, да. Ну вот я же Mi говорю, 9 да, выпустили. так в основном я смотрю на машины в кузове E34. На внешность, только на внешность смотришь. Ты ничего не знаешь о моем внутреннем мире. Xiaomi выпустили Mi 9 в двух вариантах. Блин, да что за фигня происходит? Юля, слишком много личного. Людям такое неинтересно. Говорим про смартфон. Вот я, например... Бензиновый смартфон выпустили. Какая у тебя рука холодная. Смартфон с прозрачным жопкой, с прозрачной спинкой. С прозрачным дном. И уже в этот раз признались, в прошлый раз они, по-моему, не признались, в этот раз уже признались, что это как-то фейковое. Фейковое. Ну, типа не настоящее, там не настоящее, да. поднарисовали.
поднарисовали. По поводу вот этого гнущегося смартфона Fold, Давай. его начнутся продажи 26 апреля. Вот объявленный Знаешь? ценник $1980. И... Да, это не похоже на почти $2000. Ну, это скидка $20. $20 можно месяц в Киеве пожить. Да ладно, ты помнишь, как в Америке налоги? Да, Это еще всё больше плохо. 2 сразу будет. И там же ты не сказала важную штуку, что планируется модификация с поддержкой 5G. Это S10. Это еще одна версия S10. S10 5G. В смысле, а в гнущемся 5G не будет? По-моему, нет. По-моему, только про него говорили. Ну, вот это надо И уточнять. чтобы сделать, поместить все это в корпус, они сделали диагональ экрана 6,7 дюймов. Это просто целый планшет уже. Еще, кстати, показали там планшет, показали часы и показали наушники новые. Кстати, вот про наушники, Юля, ты мне рассказывала еще задолго до этого мероприятия, и ты говорила, что они Вот, да, выпустили это очень наушники. странно. Это, наверное, самое такое мероприятие, до которого слили просто все. Все было известно до мероприятия. И про наушники тоже. Выпустили они Galaxy Buds, и почему-то отказались от всех Gear, и в часах теперь нету названия Gear, и в наушниках теперь нет названия Gear, все Galaxy. Но они на презентации очень много говорили про экосистему, и, наверное, Кстати, вот они... по поводу это такой экосистемы, акцент. обалденная фишка, которую, я считаю, в Samsung не сделали. Во-первых, вот ты... Реверсивная зарядка там будет. Да. Можно от смартфона S10 заряжать все свои гаджеты от беспроводной зарядки. Короче, ложишь такое на свои наушники, ложишь туда свои часы, и они заряжаются. А ложишь или кладешь? Загугли пока я буду дальше Короче, рассказывать. реально прикольная тема. Можно смартфоном заряжать смартфон, либо кинуть свои беспроводные наушники на смартфон, и они будут заряжаться. Это, мне кажется, уже реально какие-то космические просто технологии. И... Наушники сделали легче. Я учусь перебивать, подожди. Получается, стоить они будут $130. Батарею они сделали почему-то там еще меньше, но говорят, что работать они, возможно, даже будут дольше, чем Gear Icon X, потому что там новая технология Bluetooth, и она будет меньше разряжать их. В общем, по наушникам. Мне недавно нужно было протестировать, когда мы переезжали, там перевозили с гаража усилитель, колонки, мне нужно было протестировать, значит, рабочий ли усилитель, потому что он долго не включался, стоял там в гараже, перезимовал, куча пыли на нем, просто там, не знаю, не отсырел он от влаги или все остальное. Понятное дело, старый совдеповский усилок, колонки. Шнуры у меня есть, все. Но я не нашел в офисе, по всему офису, по всем друзьям бегал и спрашивал, у кого есть телефон с выходом на 3,5 миллиметровый джек. Но Samsung до сих пор Оставили. сохраняет 3,5 миллиметровый разъем. Вот, и это, ну, не знаю, для меня просто, вот большинство, я уверен, моих друзей, знакомых скажут, да, чувак, ты типа застрял в прошлом, нафига оно тебе надо, туда-сюда, 5-10. Ну, серьезно, я как-то необоснованно вцепился вот в все эти старые такие штуки, и они мне нравятся, и я хочу еще ими пользоваться. Но все вокруг меня просто катится вот в эту бездну беспроводных технологий, и я ничего с этим поделать не могу. То же самое в машине. У меня там украли магнитолу, потом я долго, не хотел много денег тратить, купил дешевую магнитолу тоже, там есть флешка, есть AUX. А украли магнитолу, потому что он не хотел много денег тратить и делать замок в машине. У нас машина не закрывалась. И такая трагедия, украли магнитолу. Ну слушай, Юля, ты меня сегодня... Выключите другий микрофон, будь ласка. Что за фигня происходит? Я не понял. Подстава на подставе. Машина у нас закрывается. А то сейчас... Теперь, да, а то придут... Как там делают теперь? Ох, подгорает, капец, блин. Слушай, лучше тебе все-таки перед съемкой уйти. Ну ты будешь один. Я понимаю, если выбирать между мной и Сёмой, ты выберешь Сёму. Но когда нет Сёмы, то будь благодарен. Я, да, всю эту сложную мысль подводил к тому, что в Samsung не оставили этот разъем под наушники, и это очень круто, потому что есть много каких-то таких штук. Вот, например, у Юли есть, я когда-то ей дарил
наушники старые Sennheiser, они уже у него там лет 6 или 7 используются. Да, они и уже практически разлагаются, там этот штекер. Нет, на самом деле наушники в идеальном состоянии, кроме вот этого коннектора, там резинка защитная, сама защитная резинка порвалась и чуть слазит, но шнур нигде не перетерся, не переломался. Потому что я Артёму не давала их. Да, Юля очень, на самом деле, аккуратно относится к технике, но она часто все роняет. То есть, в принципе, как бы сложить, упаковать, она это делает аккуратно, но потом... так как я низенькая, то все мои гаджеты остаются в порядке после того, как они падают. Да, типа лететь им недолго. Невысоко. Так к чему я хотел сказать, что вот есть какие-то старые такие еще вот аксессуары, гаджеты или еще что-то качественные. Вот синхайзеровские наушники, они очень качественные, и хочется иногда их взять, типа там послушать, а все некуда, только надо покупать переходники или что-то выдумывать, да, а ты постоянно этот переходник с собой таскать, ну, короче, это такая просто вереница... Боже, у этого человека MacBook с 2 этими или сколькими там, 4 Тогда Type-C. к нему тоже нужен этот хвостик-расчленитель, чтобы попользоваться. Все, давай еще пару слов про Galaxy Watch. Давай. Выпустили они еще свои часы, тоже убрали приставку Gear, тоже они семейство Galaxy теперь, и мне кажется, они сделали круглый Apple Watch. Убрали безель, убрали все, значит, оставили там 2, по-моему, кнопки. Очень минималистичный дизайн. Минималистичный дизайн. Конфискируют еще у нас было много. Да я правильно сначала сказала. Стоит будет $200. Ты меня сильно сегодня... И практически все продукты выйдут 8 марта. Пара-пара-па-пу! Ну, логичнее было 7-го хотя бы сделать, чтобы мужчины заранее подготовились. Они же не пойдут 8 марта, значит... Пойдут. Прикинь-ка, очередь не я, сразу предупреждаю. Я никуда не пойду. Я уже свое отходил, все. Короче, вот у меня вопрос. Кажется ли вам, это сейчас я озвучиваю такое, не свое мнение, а вот то, что я слышал, витает в воздухе. То, что Apple Watch — это более женский, как говорит один мой друг, асексуар, а Samsung Watch Gear, это, как он, Watch Gear, да? Gear Watch. Gear Watch. Короче, как-то так, да. Он типа более мужицкий, пацанский. Вот скажите свое мнение, не знаю, там, даже если вы не юзали ни одни, ни те, как вы считаете, вот чисто нормально ли, типа, там, мужику ходить с, ну, типа, нормально? Не кажется ли оно там девчачьим каким-то Hello Kitty таким аксессуарчиком? Ну, просто такие разговоры реально постоянно я слышу от людей, и мне интересно вот, большинство. Не знаю, может даже в видос вставим голосовалку, где типа там как-то сформулирую этот вопрос. Видите, у меня не очень получается коротко сформулировать, но я думаю, вы меня поняли. Мне на самом деле очень нравится Gear Watch Gear, которые не последние версии были, не предыдущие, а еще раньше, которые были самыми большими, но они реально больше моей руки. Вот я надеваю, и они так выходят за перекаш. По Samsung презентации все? Нет, давай. Ну, я хотела еще пару слов сказать про самую заряженную версию. Нет, не самая заряженная, это, наверное, 5G. Special Edition. 10S плюс Special Edition. Она будет на терабайт, прикинь? Да. И плюс еще есть слот, в который можно еще полгига засунуть. Ой, 500 гигов засунуть. 500, пол терабайта. 512. 1,5 терабайта. Ты представляешь? У меня на телефоне, по-моему, 256, ему уже больше года, и я его ни разу не сливала, и у меня еще память никогда не заканчивалась. Я не представляю, там Мне можно... кажется, скоро он накроется из-за этого. Не накроется. Еще оптимизировали премьер Rush для Samsung. И теперь можно будет монтировать и на телефоне. Да, ну, уже нормально. Все монтируют теперь, на телефоне. Теперь будет нанимать на работу монтажеров на телефоне. Теперь в резюме, да, можно, если вы купите себе такой телефон, вот в резюме можно просто указать наличие такого телефона, и, скорее всего, вас возьмут на работу, потому что вы полностью вот независимо, автономно сможете, не знаю, делать 90... Новый уровень фриланса. Да, новый уровень. Вот у меня когда-то много лет назад еще была идея такая, сделать типа видос, а-ля, типа, чувак устал, или там группа людей там устала от работы в офисе, типа офисный планктон, там бла-бла-бла, все вот эти вот шуточки, и провести, ну, типа, вывести столы, прям ПК с мониками, короче, всякими штуками, которые могут понадобиться, палаточки поставить, там, казанок, и вот
неделю поработать, действительно, какую-то компанию, ну, типа, как прям реальный рабочий кейс взять, просто их так не C, а Ctrl-X и вставить где-то в лесу, чтобы они, ну, типа, когда только-только появлялись модемы с какой-то там, типа, вот этой связью, 3G или 4G, ну, и, типа, есть в лесу какой-никакой доступ к интернету, и вот такую работу себе делать не в пыльных стенах, а на природе. То сейчас это не то, что там проект или вау-идея, это вообще реальность. И, ну, вот мы там даже на той же встрече Google там обсуждали про внедрение этих всех 4G, 5G, и один чувак спросил, да кому это вообще все надо? Типа, вы чё, у меня там какой-то там Edge, и, говорит, мне везде все хватало. А ему объясняют, братан, да ты, походу, не блогер, говорит, потому что, ну, типа, большинство людей в той комнате сказали, алло, чувак, мы постоянно едем куда-то, типа, на съемку. Девочка говорит, я там на поезде куда-то еду. Тут, говорит, я там в Китай лечу. Говорит, мы постоянно очень часто находимся в дороге, а в дороге как раз, типа, вот эти... На скорости, да, влияет. На скорости есть плохие, ну, сбои. Скорость на скорости. Короче, передачи данными. Он говорит, нужно оформить видео, сделать фронт-лист, выгрузить, опубликовать. Даже уже мы начинаем с этим сталкиваться. Да, я столкнулась с проблемой фронт-листа уже один раз, когда я не смогла его загрузить и посмотреть до публикации. И, короче, и суть в том, что это вот все превращает, не знаю, как бы взращивает популяцию становиться блогером, независимым, неприкованным к каким-то там офисам, локациям, местам, а передвигаться вообще где тебе надо, когда тебе надо, при этом не в ущерб своей работе. Самое главное, мы не сказали про телефоны S10, это тройная камера. Samsung добавили третью камеру широкоугольную, притом она подкреплена там искусственным интеллектом вот этим и очень выравнивает кадр от всех деформаций. И они еще показывали на презентации панораму, в которой, ну, обычная панорама, да, она узкая такая, а там еще вверх и низ добавляется. Ну, реально так. Ну... Это не панорама, а паранама. Панорама! Ой, ладно, это все уже по Samsung? Ну, мне кажется, я еще буду что-то вспоминать. Ладно, у Юли могут быть эти фантомные самсунговые боли, и она, может быть, что-то начнет вам рассказывать. У меня есть новость, которую я готовил, наверное, на 2 предыдущих выпуска назад, но из-за того, что были какие-то другие смешные, интересные новости, эту не рассказал. Coca-Cola выпустила спустя 10 лет новый, типа, вкус. Да. И это... По-моему, очень странный. И они говорят, что это самый популярный, который они там вычислили. По-моему, очень странный. Ну как популярный? Во-первых, они собрали, типа, несколько фокус-групп, по-модному это называется, предлагали, у них было несколько... Фокус-группы, наверное, в Америке проходили, потому что так, это, вкусы крайне отличаются. И, в принципе, то, что я тебе хотел сказать, что тебе этот вкус непонятен, потому что у тебя прошлое вот такое же печальное, как и у меня, да. Вот, а в Америке у них же, ну, своя история вообще с этим фастфудом, у них там свои какие-то сентиментальные штуки с едой. Они объединили фанту с Кока-Колой. Нет, короче, так я же не рассказал, они выпустили вкус... Апельсин-ваниль, по-моему, да? Апельсин-ваниль, да, и он будет в 2 версиях продаваться, типа, ну, с сахаром и типа апельсин-ваниль, zero sugar, короче, without sugar, non-sugar, без sugar. Они там еще какие-то варианты хотели, но вот они написали, что типа он им напоминает апельсиновое мороженое. Походу, вот у них типа в Америке в их молодости был не вот этот вафельный стаканчик. С белым мороженым безвкусным. Нет, ты чё, это тупо самое офигенное мороженое было, алло. Я не знаю, я не сильно по мороженому. Да, Юля просто мороженое вообще не бум-бум. А у них вот, походу, было вот это вот апельсиновое, типа вкус лета, так сказать. И, в общем, у них будет продаваться он, по-моему... Не по-моему, а 25 февраля старт продаж будет к нам. Просто вот у меня есть очень много тоже друзей, которые там постоянно едут за границу, привозят о, смотри, доктор Пеппер. Я, ну, как бы не прочь выпить доктор Пеппер, но не фанатею так от этих вкусов. Это прикольно, но, типа, я как-то не гоняюсь за этим. А есть реально люди, которые
приезжаешь к ним домой, а у них там хранятся там с таким-то вкусом, с таким-то, или какие-то вот эти У нас, всякие... в принципе, дома не хранятся продукты. Да, Что- Какой бы коллекционный продукт мы я не просто, купили, он если теряю... стоит до вечера. Я если теряю бдительность и нахожу то, что Юля спрятала... Нет, точнее так, если я теряю бдительность, значит, я не нахожу. Значит, ну вы поняли, короче, если я вот упускаю из-под контроля продукты дома, они начинают пропадать, а это неправильно. Продукты должны быть Съедены. использованы по назначению, да. В общем, с Кока-Колой покончили. Не, я хотела к этой новости сказать. У нас есть такая идея на миллион, мы уже давно ее придумали. Артём мечтает это когда-то воплотить, и мне бы не хотелось ее просто сдавать, но уже, грубо говоря, практически твою идею воплотили. Он хотел делать помады со вкусом колбасы и духи там со всяким шашлыком, запахом. Так вот, KFC, кажется, совместно с Дементором, я не знаю правильное название этой фирмы, в общем, известны вот эти такие духи с разными запахами. Они уже сделали коллаборацию. Дементор, это что-то из Гарри Поттера? Дементор. И сделали духи с запахом KFC. Сейчас Ну, я... там какая-то limited edition, Вот, они их разыгрывают. Сейчас бы я бы уже сделал парфюм с ароматом старой BMW. Просто кто знает... Нет, это не шутка. Вот, Мне кажется, у меня уже такой аромат есть. короче, вот старые тачки, После у них есть пробки просто как раз какой-то... выходишь. И, кстати, кто знает разгадку, как они так сделали? Просто у них есть какой-то специфический такой приятный запах, который он не выветривается спустя 30 лет, не пропадает после там мойки или химчистки салона, и он как-то не становится, типа, вот он, типа, не был там 3 года назад ядрёным, а сейчас он еле-еле слышен. Он как-то всегда чуть-чуть еле-еле слышен. И когда я Слышите? подвожу, бывает, каких-то там автоценителей и любителей, они всегда отмечают вкус старой BMW, запах, аромат старой машины, так приятно. И вот как они сделали, я не знаю, что они пропитали, ковер салона, сиденье, куда они вообще засунули этот аромат, что он так дико сохраняется и так приятно пахнет. Короче, кто шарит в этой теме, обязательно напишите, где там этот эпицентр, издающий этот приятный аромат. Так, Юля, идем дальше. Есть изменения в идентике Парижа. Ты что-то об этом знаешь? Да, знаю. Расскажи. Они заменили красивый, значит, отрисованный корабль на такой схематический, символический. Прикол Упростили. в том, что я не понял, что, оказывается, до этого момента идентикой Я тоже не Парижа знала. был вот этот корабль. И это просто такой, я считаю, Почему вообще корабль там? провал. Ну, вот, ребята, пусть я буду Ну, банальным. я понимаю, у Херсона такой логотип. Мне кажется, они как бы срисовали. Не, ну кто ее научил перебивать, я не могу понять, что за фигня происходит. Да мне уже под прошлым видео написали, Под каждым. снимать под каждым? Не, под Может каждым. быть, под каждым видео написали. Нет. Тут не про то. Под каждым тебе писали, что тебя перебивают, но не дают сказать. Нет, что мне надо вести в другом месте с другими людьми и, короче, уйти отсюда, чтобы вы вдвоем тут сидели. Ох, короче, про Париж. Уже молчу. Вставим фотку, ну, типа, идентика, которая была раньше. Которую, блин, я даже... Вот, серьезно, мы вам покажем фотку, а вы напишите, знали ли вы, что такая идентика Парижа была раньше? Фигли, никто не знал, мне кажется. Ты знал, что идет сейчас конкурс, по-моему, в Киеву идентику тоже новую хотят сделать? Ох, Усовременить. это опасно. Если они пойдут по пути, по парижскому пути, то это опасно. Короче, ну всегда для меня Париж это было... Любое слово про Париж, ассоциации сразу Эльфовая башня, романтика, какой-то зонтик, дождик, кафешки, вино, сыр, все. А этот кораблик, хрен знает, откуда он там взялся. Ну, я понимаю, откуда он там взялся, но нигде его не встречал, не был. Ну, к слову, может, потому что я никогда в Париже не был. Ну, еще одна громкая новость этой недели. Она на самом деле очень печальная. Это то, что ушел из жизни Карл Лагерфельд на 85-м году. Я так переживал, когда нам будут говорить его имя, фамилию, что не выговорит, потому что у меня ни разу еще не получалось. Это культовая личность в мире моды. Он сыграл просто грандиозную роль. Ну, это какой-то просто уникальнейший человек. Его называли Кайзер. Кайзер? Да, Кайзер. Это, по-моему, император переводится с немецкого. На самом деле, это немец, который в 50-х годах пришел в Париж. И представьте, как
заработать себе хорошую репутацию, будучи немцем в послевоенном Париже. Но он был настолько гениален, что смог. И я бы хотела отметить его главную особенность. Это то, что он мог совмещать современное, новое с классикой. И вообще вот мне на самом деле не очень, там, считаю прям гениальными коллекции, которые он делал свои личные, да, под именем Карла Лагерфельда. Но то, что он делал для Шанель, ну это просто умопомрачительно. То, как человек может продлить вот линию, да, самой Шанель, Коко, то, что делала она, и постоянно выпускать ее в новом каком-то формате. Ну, то есть ты вот смотришь его коллекции, ты не можешь ее спутать с чем-то другим. Ты сразу понимаешь, что это Шанель. У нас 98% Мальчики, мужской блин. аудитории. Я Там, скажу так, что, скорее всего, это... Ну, просто у меня тоже вся лента была завалена новостью о том, что ушел из жизни вот это модельер, правильно его назвать? Дизайнер, кутюрье. Дизайнер, кутюрье, модельер. И как бы... Много людей, я так понял, реально восхищались его работами, уважали его вот за его творчество, за его вклад в развитие моды. Это человек, который первым из высокой моды, грубо говоря, как с Олимпа спустился, как Прометей огонь отдал людям. Он первым сделал коллаборацию с H&M, с масс-маркетом. Он первым сделал карбонару. Вывел, значит, соединил высокую моду с масс-маркетом. Я к чему хотел все подвести? К тому, что на самом деле есть в жизни, вот в нашей, такие люди, которые являются, ну не знаю, которые как бы не имеют дна. Они настолько глубокие, в них настолько много информации, пережитого опыта за плечами и всего остального. Наверное, Юля согласится со мной, что, например, лично в нашей жизни таким человеком, одним из важных и основополагающих, это наш там мастер по фотографии, когда мы учились, Владимир Викторович Кукаренчук. И я к чему говорю, что это такие люди встречаются не часто. Я не буду сравнивать его с этим Лагерфельдом, ну, как бы вот в нашей жизни этот человек принес вот тоже очень многое, что мы восхищаемся. И у меня была такая мысль, что, ну, а когда вот эти люди, они же все люди будут умирать, и вот такие люди, когда будут умирать, просто становится страшно, будут ли в следующем поколении такие же глубокие, глубочайшие люди, которые, ну не знаю, будут так воспитаны, будут с таким мышлением, у которых будет такой колоссальный опыт отношения к жизни, к людям. Ну там просто такой потенциал и безмерная какая-то сила и энергия и отношения, что, ну, глядя на то, куда катится мир в своем большинстве, ну, таком, знаете, там, в интернете ж куча всякого крэпа, и молодежь растет на... Ну, там, я не говорю, что это плохо, на всяких там компьютерных игрулях, стримах и всем остальном, и, ну, может так случиться, что они пропустят какую-то такую действительно глубину и перестанут быть такими, знаете, личностями с большой буквы, а просто там будут сидеть, стримить, снимать вложики. Вот поэтому хочется всегда, чтобы в жизни у каждого человека был какой-то, ну, как наставник, какой-то пример, человек какой-то с просто бездонным, не знаю, там, запасом чего-то, что он может отдавать, чтобы вам как бы было на кого равняться. Вот ну, это... я бы, как эта ситуация как раз не подходит вот все вот то, что ты сказал, потому что Лагерфельд был человеком, который, он, ну, самое новое, он все время он позиционирует себя как человек, который живет на, по-моему, там 6 месяцев или 6 лет вперед, то есть он думает, вот он в будущем все время, он человек, который никогда не вспоминает прошлое, и он все время новое смотрит. И вот даже, помню, я смотрела какие-то интервью, его там спрашивают, вот у вас такое-то выражение было, там, давайте его обсудим. Он такой, да, я такой говорил, я даже не знаю, типа, говорил я такой или нет. Это человек, который назад вообще не смотрит. И на самом деле еще хотела бы отметить, на его место уже взяли его ассистентку, не помню, как зовут, но она уже 30 лет с ним работала, так что я надеюсь, такого прям совсем катастрофического перелома не будет. А жена у него была? То вряд ли. Я думаю... Па-па-па-па. Я думаю, там мало у кого были жены, ты как бы мало чего знаешь о моде, я вижу. На самом деле, вот
мы все выросли, и с нами по жизни шли какие-то такие большие ключевые, не знаю, там то ли актеры, то ли музыканты, то ли вот люди с мира моды, и уже на самом деле стольких людей, не знаю, там в моем детстве, на кого мы там смотрели, нет, не знаю, для меня очень сильно большим таким моментом в жизни был, когда умер Майкл Джексон. Не знаю, у меня столько было его записей, Сейчас дисков. какой-то скандальный документальный фильм про него сняли или снимают. Мелькало у меня. Да. Вот я, например, очень сильно мечтал бы попасть на концерт Майкла Джексона, потому что чувак творил Курта просто Кобейна. бешеные шоу, да, и тоже человек с какой-то нереальным количеством энергии, а все уже как бы это можно будет просто только посмотреть по ютубчику клип, концерт или в лучшем случае вот какой-то документальный или художественный фильм. И таких примеров просто, ну, вы в курсе. Тот же Квин, кстати, про Квин где-то у меня тут была новость, что... Они будут на Оскаре выступать, да, и вместо него возьмут кого-то только это не Оскар, а что-то... на церемонию Оскаров Да, пригласили выступить. какое-то вручение будет, и вот... Оскар. Да это не Оскар, это что-то другое будет. В общем, не знаю, можете поделиться, кто у вас там таким был, кто вам нравился там У из меня мира? Курт Кобейн определенно. Мне так жалко, что я не могу попасть на его концерт. Да, вот, кстати, вокалист AC/DC, слушайте, уже стольких нет людей, как бы оригинальных составов и групп и всего остального, на чей концерт уже нельзя будет попасть, сходить, а только послушать запись. Так что, если у вас есть, не знаю, любимая группа, не откладывайте на потом, а купите билет на их концерт, сходите, и прикольно будет, не знаю, там рассказать вашим детям, внукам. А я вот был там еще на концерте, было круто. Даже если не полный состав, еще хоть кто-то остался, и кто-то заменяет там главных фронтменов или еще кого-то, сходить, это все равно обалденно, я думаю, будет. На церемонию Оскар сходите, значит. Да, все, едем. Не, я еще хотела маленькую новость, так немножечко причастную к миру моды рассказать. У нас в стране сейчас очень остро стоит вопрос меха, вопрос животных, которые идут на мех. Законопроекты готовятся, запрещающие всякие фермы, выращивающие животных. Подписываются петиции. Ну, то есть у людей сейчас это такая тема, которая обостренная. И организация UA Animals инициировала такую вот интересную акцию по сбору меха, и на самом деле, ну, куда, как бы, вот люди хотят избавиться от меха, да, сейчас это уже все, ты как бы враг народа, если ты носишь шубу, но просто выкинуть ее нельзя, потому что там меха, они уже обработаны, и они не разлагаются, даже если их там просто закопать в землю. Переработка их стоит денег, если сдать их просто на переработку. Продать, значит, это тоже неэтично, потому что другие люди будут популяризировать эту моду. И они придумали такую акцию, они будут собирать вот эти шубы и отдавать их бомжам и малоимущим, чтобы, ну, те люди как бы их будут греть, потому что, ну, прямую функцию выполнять, и они не будут популяризировать меха. Короче, это гениальный такой ход. Я уже представляю, утром у меня на метро Кловской, когда я иду на работу, сидят бомжи в шубах, короче, курят сишку и запивают, короче, там пивасом, и такие реально на стельке. Им еще только по золотой цепуре, короче. Не, как по мне, это ход конем, это просто, ну, это гениально. Да там они и так реально бывают, так нормально зависают, я вам отвечаю. Там просто короче, была ситуация, как-то иду я с другом гуляю, проходим мимо Гудвайна, подходит ко мне барышня и говорит, ну такая типа вся, помогите там. Я вообще на самом деле очень, ну как такой мягкий человек, я практически, меня на деньги развести вообще попросят, я последний отдам, сам пойду голодный. Дай денег. Со мной не работает. Короче, и вот подходит, ну, такая, типа, барышня, ну, я не знаю, но ей там не 35 до 40, в общем, нормально, в принципе, выглядит, ну, такая скованная, вся сжатая, и таким голосом, что еле-еле слышно, что она говорит, просит, типа, дайте денежку, типа, там, на еду. Я говорю, окей, типа, идем, говорю, в сельпо, я тебе куплю. Она такая, нет, в Гудвайн. Я такой, ты чё? Офигел, говорю, я сам себе в Гудвайне позволить ничего купить не могу. Она такая, в Гудвайн пойдем? Я говорю, нет, говорю, идем в сельпо, я тебе куплю похавать в сельпо. Она, не, в сельпо не пойду. Я такой, чё? Вот это жесть какая. Но жесть еще заключается в том, что я сейчас открыл новость, которую я не успел прочитать, и прочитал ее, пока ты рассказывала про меха.
по поводу фильма про Майкла Джексона, и это немного жесть. Это значит, они уже опубликовали трейлер документального фильма про Майкла Джексона, называется он «Покидая Неверленд», и тут просто идет мрак, и я даже не знаю, как к этому относиться, потому что тут... Да давай, мне уже интересно. Ну, в этом документальном фильме два каких-то танцора, один 40-летний, второй 36-летний чуваки заявляют о насилии со стороны известного поп-певца, что он их, короче, обвиняет его в педофилии, что он их, очень много лет издевался над ними на каком-то ранчо, пока там вот тому не исполнилось... это жесть. И понятное дело, что там уже начали писать, что это убийство Майкла Джексона при жизни, а теперь и посмертно, что Майкла нет с нами, он не может защищаться. Ну да, вот меня очень удивляет... Опровергнуть свои обвинения, Все это невозможно доказать, и непонятно, люди действительно пострадали, либо люди просто на чужой славе хотят сделать себе славу даже таким вот способом. Вообще скажем непонятно. так, тут просто это так давно было, я даже не знаю, в то время был ли Майкл Джексон уже таким Майклом Джексоном, которого мы знаем, была у него уже... Просто мне кажется, что, скажем так, я легко поверю в то, что человек на пике своей славы очень может, загнаться и сойти с рельс, слететь с катушек и начать творить всякое безобразие, в том числе насиловать детей. Но реально, когда... что был Майкл Джексон, я не знаю, я не влазил в это, может, он там как-то и предъявлял ему, и когда Майкл был живой, он как-то это все заминал, теперь он не может это закрыть. Печально бывает, да, узнавать о каких-то своих кумирах или, если что, он не мой кумир, мне просто в детстве слушал его музыку, и мне очень, нравились много песен его. Я считаю, по музыке у него куча, не только я считаю, об этом говорят все его награды, чарты. По музыке Майкл был крутой, а вот по жизни непонятно, потому что тут такие стрёмные обвинения в его адрес. И, конечно же, все мы однажды дадим отчет за свои дела, и, реально, даже если вы достигли какой-то славы, нужно реально держать себя в руках и, не творить всякого гонева. Я перебью череду всех этих плохих новостей и скажу коротенькую новость хорошая. Давай. Это 15 февраля начал действовать безвиз с Уругваем между Украиной. Короткая, хорошая новость. Идем дальше. Я просто радуюсь каждому новому безвизу. Еще есть такая тоже маленькая абсолютно новость из автомобильного электромира. Volvo наконец-то уже отдала первые свои электрогрузовики своим клиентам, партнерам, с которыми они сотрудничают. Это мусоровозы. И прикол в том, что они могут перевозить, у них грузоподъемность в 2 раза больше, не знаю, каких там дизельных или бензиновых тачек, и запас хода заявленный 300 км, на них прям тоже там супер большие надежды возлагают, и... запас хода без подзарядки 200 км, а там что-то там, если еще за 1,5 часа зарядиться, то можно, 300 проехать. Суть в том, что уже... Ему где-то на свалке разрядиться, и что ему делать? Да не, у них же есть рассчитывается маршрут, то есть это как мусоровоз. Он по городу ездит по точкам, и они люди умные, я думаю, они не будут прописывать там какой-то маршрут, который будет высаживать в ноль батарейку, либо, на грани. Они всегда это, думаю, будут делать с запасом, чтобы он смог вернуться на базу там и зарядиться. У меня есть очень коротенькая, классная новость из мира машин. Это то, что Tesla добавили режим в свои машины для собачек. Климат-контроль для собак. То есть теперь ты можешь оставить собаку в машине, включить ей кондиционер, значит, климат-контроль. Притом ты можешь регулировать его со смартфона, и если машина разрядится до 20%, тебе еще придет уведомление. И на экране, когда ты уйдешь, будет высвечиваться все в порядке, скоро мой хозяин вернется. Да, просто если кто не в курсе вообще, в чем фишка и штука, что на самом деле очень много так происходило, погибает, что так животные просто задыхались и погибали, когда там, ты приехал на парковку какого-нибудь там супермаркета, пошел... Но во многие магазины, супермаркеты, торговые центры нельзя проходить с собаками. Да, ты оставил своего любимца
питомца в машине, возвращаешься, а он уже, ну, короче, все. Ну, говорят, обязательно проверьте в законы страны, потому что по некоторым законам страны могут такие штуки не проходить. Запрещено оставлять животных. И это круто, на самом деле, что можно так позаботиться о своем питомце. Просто, ну, я к чему, что и даже в Киеве такое было летом, ну, примерно каждое лето Даже такое со мной было. такое было, когда он уходит на какой-нибудь авторынок, закрыл меня. Ну, у тебя же не лапки, ты дверь или открыть окно можешь. Короче, я к тому, что некоторые такие ярые собаколюбы, животнолюбы видели, когда закрыт, ну, там, котик или собачка в машине, не просто брали булыжники и расшибали окно. То есть, и вот поэтому в Тесле они на вот этот большой их центральную консоль, монитор добавили надпись, что не переживайте, у меня тут комфортная температура, скоро мой хозяин вернется, все чики-пики. Потому что вот у нас реально таких защитников животных агрессивных много было. И из последнего помню, когда был первый снег, сыпет, мы проходим, а собачка в микроавтобусе сидит закрытая, такая... Снег. Да, хочу на снег. Она хотела поиграться со снегом, но не могла. Короче, первый снег и провтыкала. В общем, неожиданно получилось столько таких интересных новостей, что я сам обалдел. Интересно было послушать самого себя, любимого Юлю. В общем, друзья, и мы ждем ваше мнение, вашу поддержку также в комментариях. Обязательно также вернитесь на предыдущий видос про наш переезд. Юля там очень сильно старалась. Поддержите ее. У нас планируется очень много интересных штук на ближайшее время. Дай бог, чтобы только нам на все хватало времени. Вот, вам еще раз огромное спасибо. До новых встреч. Всем пока. Пока.